Alright, let me tell you about the company. Слушай, давай расскажу тебе о компании. It reminds me when visitors came to my house. Кстати, эта история мне напоминает однажды случилось, когда ко мне пришли друзья в гости в дом. We just finished putting up some wallpaper in the new bedroom. А мы только-только закончили клеить обои в гостиной. I saw the design when I went to Hong Kong. И этот дизайн этих обоев я однажды увидел, когда вот мы поехали с компанией в Гонконг, я увидел там такие обои. You know, when you fly over, they give you free drinks on the plane. А когда вот мы летели, кстати, в Гонконг, долгий перелет, и там сразу дают бесплатные напитки. Sometimes have little umbrellas in it. А иногда в этих напитках такие маленькие красивые зонтички. Reminds me of the time I went to Disney А World. вот я когда увидел этот зонтичек в первый раз, у меня сразу была такая ассоциация, я вспомнил, как ездил в Диснейленд. Is the green ever going to dry? Зеленый вообще вступит в жизнь. What's the green thinking? О чем думает зеленый в этот момент? Give this third person some Prozac. Дайте ему успокоительное. What's wrong with these Что people? вообще с ним творится такое? Will the green ever join? А вообще зеленый вступит? No. Нет. And it doesn't matter how enthusiastic the blue И is. это совершенно не связано с тем, насколько пышет энтузиазмом синий. Doesn't matter how motivated the blue is. Совершенно не важно, насколько мотивирован синий. The blue will never join. Yeah, the blue will never join the green. The green will never join, yeah. The green will never join. Yeah. Зеленый никогда не вступит к синему. How many people here have ever seen somebody give a presentation in the wrong color? Кто из вас когда-либо в жизни видел, как проводят презентацию не на том языке, не на том цвете? When you leave here today, Когда вы сегодня отсюда уйдете, you're going to see it happen a lot. вы будете это видеть еще чаще. And it's going to be the funniest thing И you've ever это seen. будет самое смешное шоу, которое вам когда-либо в жизни показывали бесплатно. You're going to want to laugh till milk shoots out your Вы mouth. будете готовы смеяться до тех пор, пока молоко не начнет капать из ваших ноздрей. But I'm going to ask you, don't laugh. Я вас попрошу, не смейтесь. Go around the corner and then laugh. Выйдите из кабинета и тогда смейтесь. Because if you laugh at them, they have no idea why you're laughing. Потому что если вы начнете над ними смеяться, у них понятия нет, почему вы смеетесь. Because if they don't understand the color personalities, Потому что если они не понимают цвета личности, they'll be saying, why are you laughing? они будут задавать вопрос, а что ты смеешься? Was there something wrong with slide 7? Что-то было не так со слайдом номер 7? Didn't I have a good enough attitude? Или, может, я недостаточно мотивирован был? They have no idea what's Не going on. будет понятия вообще, что происходит. They don't have a clue about network marketing. Они не будут ничего понимать. Они ничего не знают о сетевом маркетинге. They think it has something to do with goals, Они до сих пор думают, что сетевой маркетинг как-то связан с целями, attitudes, отношениями, products, продуктами, compensation plans, маркетинг-планами, sponsors. спонсорами. It has nothing to do with that. Сетевой маркетинг не связан с этими вещами. It has everything to do with talking to them in the right color language. Полностью связан с тем, на каком цвете, на каком языке вы разговариваете с вашими собеседниками. How many people are glad that you're here today? Я вопрос, кто из вас рад, что вы сегодня здесь сидите? Because now you can make your network business work. Смотрите, вы сейчас можете заставить ваш сетевой бизнес работать. How many people here feel sorry for the people that are not here Кстати, today? другой, кто из вас чувствует жалость по отношению к тем, кто сегодня не пришел? They're doomed. Они прокляты, обречены. They are sentenced to a lifetime То есть они просто вот пожизненное заключение для них. of stupid presentations Они in the wrong будут color language пожизненно проводить глупые презентации не на том цвете, не на том языке. that don't have a chance of У working. них не будет никаких шансов, что это сработает. And they're going to be frustrated. Они будут разочарованы. They're going to set goals they'll never Они achieve. будут ставить новые цели, которые так и не достигнут. And they'll have no idea why their business is not Они не working. будут понимать, а почему же, собственно, бизнес не работает. And they'll waste the rest of their life trying to make it work. И тратить остаток своей жизни, заставляя его как-то срастись. That's sad. Это грустная картина. How many people here truly feel sorry for them? Кто из вас действительно чувствует вот жалость по отношению к этим людям?
Because the reds don't. Ну, красный, конечно, нет, ну, понятно. They think, I'm going to clean up. Я сейчас чистку устрою. Just kidding. Просто шучу. I want you to imagine for a moment Я сейчас хочу, чтобы вы представили a yellow personality желтого, giving a presentation to a red. который проводит презентацию для красного. If you're yellow, Если вы желтый, I bet you don't have a lot of reds that you've personally то spotted. я могу просто сейчас поспорить, что у вас не очень много красных в команде, которых вы лично проспонсировали. Would you like to see an example of a yellow giving a Хотите presentation увидеть to a red? пример того, как желтый проводит презентацию для красного? Well, you need to come to one of our meetings. Тебе надо прийти на одну из наших встреч. But they're not really meetings. Да, это на самом деле даже не встреча. We all sit in a semicircle. Мы так полукругом садимся. We're all equal. Мы все равны. Nobody raises their voices. Никто не повышает тон. And after the cookie giving У ceremony, нас даже такая церемония есть, мы раздаем друг другу печенье. we have a group hug. После этого мы обнимаемся все вместе. And then we sing Kumbaya. После этого поем купая. What do the reds say, Pete? Что думает красный? Exterminate these people. Этих людей надо истреблять. Are the reds ever going to join? Этот красный, в общем, вступит после этого. I don't think so. Я не уверен. Well, I want you to imagine for a moment Теперь я хочу, чтобы вы представили a red красного, giving a presentation to a yellow. который проводит презентацию для желтого. Now that could be ugly, couldn't it? Грустная картина, может быть, да? Would you like to see how that sounds? Хотите, как это звучит? Послушать. Here's the red giving the presentation. Вот красный проводит презентацию. First of all, Во-первых, sign the application and then I'll tell you what it's about. вначале подпиши вот заявку, да, я тебе расскажу, о чем мы будем говорить. Then you're going to have to talk to 30 strangers, Ты с сегодняшнего дня будешь обязан говорить с 30 незнакомцами, pass out all these catalogs. раздавать вот эти каталоги. You need to buy a case of product. Тебе нужно будет купить чемодан продукции. No, 5 cases. Вообще нет, лучше 5. No, you need to start big. Тебе же надо 50 cases. 50 чемоданов. And you're responsible for bringing 3 people to every meeting. И, кстати, теперь твоя обязанность по 3 новых человека на каждую встречу приводить. And it's my way or the И highway. либо ты так делаешь, как я говорю, либо катись отсюда. And the yellow says this. Желтый говорит. Then goes home and cries Потом идет домой, закрывает дверь, плачет, and never returns another phone call. меняет телефонный номер и больше никогда не подходит к телефону. So how many people here have ever seen a red give a presentation to a yellow? Кто из нас когда-либо видел, как красный для желтого проводит презентацию? Do we all understand now that we need this skill first? Мы теперь все понимаем, что нам этот навык нужен в начале. Unless you have the skill of being able to talk to Но people, пока у вас нет этого навыка, вот как разговаривать с людьми, setting goals is not going to work. цели совершенно не будут ничего значить. You can set lots of goals, but you'll never achieve them. Вы сможете ставить перед собой очень много хороших, красивых целей, но вы их не сможете достигать. Having a great attitude isn't going to work. И хорошие отношения не будут работать. A wonderful product is not going to work. Великолепная продукция не будет работать. So one of the first skills you need to learn is how to talk to people. Одна из первых навыков, которые необходимо выучить, это знание того, как разговаривать с людьми. And you've already learned how to talk to the yellows, haven't we? И мы вот сейчас узнали, как разговаривать с желтыми. Was the yellow secret language pretty easy? Желтый язык, он был достаточно простой, не правда ли? You see, you already know the secret language. Видите, в чем дело? Вы уже знаете секретный язык. So let's move on. Давайте продолжим с другими цветами.
So you're at a prospect's house. Вы в доме потенциального клиента. And you have determined that the prospect is blue. И вы определили, что ваш собеседник синий. So you're talking to the prospect. Вы с ним начинаете разговор. No, you're not. Нет, вы не начинаете с ним разговор. You're listening to the blue. Вы слушаете, как он говорит. So the blue's talking. Так, синий говорит. The blue takes a breath. И вот в тот момент, когда он набирает воздух, Take a sip of your coffee. или там, чтобы сделать глоток кофе, Here's your chance. наступает ваш шанс. You want to invite him to the opportunity meeting. Вот в этот момент вы должны его пригласить на встречу по представлению возможностей. So what do we know about the blue? Что мы знаем по поводу синих? Путешествовать They любят. like to have fun. Им нравится веселье, They like adventure. им нравятся приключения, They like travel. нравится путешествие, Общение с людьми. They like joy. им нравится удовольствие получать. Все люди их друзья. Everybody's a friend. Все люди друзья мгновенные. They love meeting new people. Им нравится встречать новых людей. They like to talk. Им нравится говорить. So, Итак, based upon the secret language you've just given me, вот только основываясь на том секретном языке, который мне только что описали, here's my invitation to a blue. вот мое приглашение для синего. And is it okay if I exaggerate a little bit? И вообще ничего, если я опять преувеличиваю чуть-чуть? Just to make it easy to remember. Чтобы просто так легче было запомнить. By the way, who are all the blues here? Кстати, синие, кто здесь? It's still growing. Все увеличивается число, как-то все раз больше и больше. Here's my invitation to a blue. Вот мое приглашение для синего. We have a meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча. You've got to come Ты должен прийти, because it's going to be so потому exciting. что там будет так круто. It's going to be so much fun. Там будет так весело. You're going to meet lots of Ты встретишь там кучу Друзья. new people. новых людей. You're going to have a chance to talk to them before the И у meeting. тебя будет шанс поговорить с ними до встречи, You're going to have a chance to talk to them during the meeting. во время встречи. And you can talk to them for hours after the И, кстати, meeting. ты можешь еще часами с ними говорить после встречи. And we have lots of fun and travel. И у нас в компании очень много веселья, много путешествий. And you can win a trip to Turkey. Ты можешь выиграть поездку в Турцию. And they give you money just for talking to people. И у нас в компании дают деньги, раздают налево-направо только за то, что мы разговариваем с людьми. We have all these products and things that people want to know У about. нас есть такие продукты и вообще вещи, которые очень нравятся людям, которые люди хотят. So you get a chance to talk and talk and talk and talk and Ты можешь talk. говорить еще и об этом много. Говорить. So you just gotta be there. Тебе просто надо прийти и все. How we doing, blues? Синие, как мы справляемся? Yeah. Thumbs up. The Да. blues are there. Пальцы вверх. Синие уже пришли. Because we're speaking their language. Потому что мы говорим на том языке. Now you give that exact same invitation to a green. Вот представьте, что точно такое же приглашение вы делаете зеленому. They're gonna have a heart attack. Вы еще не закончите, у него уже сердечный приступ. So if you're a blue Если вы синий, and been inviting the greens и вы приглашали зеленых, by saying it's going to be so exciting, so much fun, говоря им, что там будет очень весело, you're scaring them. вы их пугаете. Well, how many people here think you can get the blues to come to a meeting? Кто из вас теперь считает, что синих теперь не проблема приглашать на встречу? You see, you already know their secret Видите, language. вы уже знаете их секретный язык. It is so easy to Он understand. такой простой, так просто их приглашать. So you're talking to a prospect, Итак, вы говорите с вашим собеседником, and the prospect says this. и ваш потенциальный клиент говорит, Bottom line, короче, why are you here? чего ты тут делаешь, что тебе надо? Just get to the point. Давай, переходим к делу. What color is that? Какой это цвет?
So you've determined it's a red prospect. Вы определили для себя, что перед вами красный. You want to invite the red prospect to the opportunity meeting? Вы хотите пригласить вашего красного на встречу по предоставлению возможностей. And by the way, И, кстати, how many people here ever invited somebody to a meeting? кто из вас хоть раз в жизни кого-либо пригласил на встречу, And they didn't show up? и этот человек не пришел? Why do you think they didn't show up? Как вы думаете, почему они не пришли? Yeah, maybe we invited them in the wrong color Может language. быть, мы не на том цвете их приглашали? Or maybe they might have been hit by a car too. Ну, конечно, есть еще шанс, что их сбила машина по дороге на вашу встречу, но он минимальный. But usually because we invite them in the wrong color language. Но, как правило, это происходило из-за того, что мы их приглашали не на том цвете. So you're going to invite the red. Вы решили пригласить красного. What do we know about the red? Что же мы знаем о красных? Money, money, money. Деньги, 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 деньги. Power, like to be the boss. Власть, мы хотим быть боссами, да? And career, Карьера, respect, recognition. Oh, they like да, recognition. они любят признание, конечно. Like to be number one, competition. Хотят быть номер один, конкуренция. All right, they like the competition, they like the challenge. Им нравится да, самолюбие, им нравится вызов, им нравится конкуренция. Okay, Хорошо. based upon the secret language you have given me, Вот только основываясь на том секретном языке, который вы мне только что описали. here's my invitation to a red. Вот как звучит мое приглашение для красного. And with the reds, I don't even have to exaggerate. А с красными мне даже преувеличивать не надо. по-вашему. Here's my invitation to a red. Вот мое приглашение для красного. We have an opportunity meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча по предоставлению возможностей. Be there. Просто будь там. We're talking money. Мы о деньгах будем говорить. What kind of money? В каких деньгах? Big money. Больших деньгах. Huge money. Огромных деньгах. Massive amounts of money. Просто массивных размеров денег. Not that little money from a job, Не те мелочь, которую на работе получаешь обычно. but the huge money from having your own А business. больших деньгах, которые получаешь от своего бизнеса. Here's your chance to fire the boss. Вот настал твой шанс уволить твое начальство. Be your own boss. Будь сам себе начальником. Build your own organization. Построй сам свою организацию. Tell them what to do. Будешь сам им говорить, что делать. And get the recognition you И finally deserve. наконец-то получишь вот это признание, которого ты давно заслуживаешь. And earn the big money. И, конечно же, про большие деньги. So you can buy that red Ferrari you always wanted. Ты сможешь купить тот красный Феррари, о котором ты всегда мечтал. So you can drive back to where you used to work. Представь, как ты приедешь на бывшее место работы. Pull into the parking lot. Остановишься около офиса. Leave rubber marks as your tires all over the parking lot. Кстати, очень хорошо газануть при этом, чтобы на асфальте остались следы от колес. Roll down the electric window И вот осторожненько, ты опускаешь электрическое стекло and wave goodbye, со loser. словами «Прощайте, дурачье». Now, where are all the reds? Красные, поднимите, пожалуйста, руки. Are you there? Вы там уже, да? I had you at big money, didn't I? Да, я уже вас пригласил, все ясно. The reds are so easy. Красное, на самом деле, это очень просто. Now you give that same invitation to a yellow, Вот попробуйте это же самое приглашение дать желтому. and they're going to say, oh, how gross. И он скажет: боже, как это все уродливо, как некрасиво. But let me ask the red. Но давайте спрошу красных. Are you there? Вы на встрече? Goes right to the heart, doesn't То it? есть потому что я пробил вас прямо в сердце, правильно? When you talk to somebody's language, they get it. Когда вы говорите на языке того самого цвета, человек понимает. Now you don't have to be very good at the language. И опять же, вы не обязаны быть, очень хороши в этом языке.
You don't have to be professional with Вам this. не нужно быть профессионалом. You already know enough for the language. Дело в том, что вы уже достаточно много знаете. It doesn't have to be perfect. Ваш язык не обязан быть идеальным. You already know one language, your color Вы language. уже знаете один язык, ваш собственный язык, язык, присущий вашему цвету. Now for the other three languages, you're just going to try your best. Что касается остальных 3 языков, просто попытайтесь говорить как можно лучше и все. I want you to imagine that I'm from Portugal. Давайте предположим, что я из Португалии. I speak perfect Portuguese Я великолепно владею португальским and broken Russian. и очень ломаным русским. How would you like me to communicate with you? Как бы вы хотели, чтобы я с вами разговаривал? And broken Russian. Конечно, на ломаном русском. It doesn't have to be perfect. Но он не должен быть идеальным. Well, it's the same with your color. То же самое с вашими цветами. If you're yellow, Если вы желтый, of course you can speak yellow. конечно, вы можете говорить на желтом. It's your native language. Это ваш родной язык. But when you talk to blue, red, and green, Но когда вы говорите с синим, красным и зеленым, don't talk to them in yellow. не говорите с ними на желтом языке. Talk to them in blue, red, and green. Говорите на синем, красном и зеленом. Now, it won't be perfect, Он будет не идеальным. but you'll be speaking in broken blue, Но вы broken будете red, говорить broken на green. ломаном синем, ломаном красном и ломаном зеленом. And that's good enough. Это достаточно. They appreciate it, Люди будут вам за это признательны. and then they'll understand. И они будут вас понимать. So you're at a prospect's house. И вот вы находитесь в доме потенциального клиента. And you have determined the prospect is green. И вы поняли, что ваш потенциальный клиент зеленый. So, you want to invite the green to an opportunity meeting? Вы хотите пригласить зеленого на вашу встречу. What do we know about the green? Что же мы знаем о зеленых? Information, Информация, thinks a lot, думает, Системный. Мало действует. very systematic, очень системный, logical, логический, research, исследование, analysis, анализ, boring. скучный. Okay. Хорошо. Are they good around people? Как они вокруг людей себя чувствуют? Рядом с людьми. If they come to a meeting, where are they going to sit? Если они приходят на встречу, где они сядут? Дальше в углу. So you already know the language. Видите, вы уже знаете язык-то на самом деле. So based upon the language you've told me, Просто основываясь на описании языка, который вы мне только что сделали. here's my invitation to agree. Вот как будет звучать мое приглашение для зеленого. We have a meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча. Please come. Пожалуйста, приходи. I need your opinion. Мне нужно твое мнение. We're going to sit way in the back of the room, Мы с тобой сядем в дальнем углу комнаты, where nobody will bother us. где к нам никто не подойдет. Nobody's going to ask us to join. Nobody's going to ask us to buy. Никто не будет к нам подходить с вопросом там, вступать или что-то покупать. And bring a big notebook, И я тебя прошу, возьми, пожалуйста, большую тетрадь. because there'll be lots of information. Потому что я бы хотел, чтобы ты как можно больше информации записал. We need to take lots of notes. Нам нужно очень много записей сделать. And at the end of the И presentation, в конце презентации hopefully we'll have enough information я надеюсь, что у нас будет достаточно информации, to begin our preliminary research. чтобы начать наше предварительное исследование. Who are all the greens? Все зеленые, кто здесь? Do we feel comfortable with that? Мы себя хорошо чувствуем с этим приглашением, да? Yeah, we'll be at the meeting. Конечно, мы придем на эту встречу. Now give that invitation to a blue. Попробуйте это приглашение дать синему. They left for a party a long time ago. Они уже, вы пока там его заканчиваете, он уже на вечеринке где-то тусуется. So if you're a green, Если вы зеленый, don't use that invitation on a blue. не используйте это приглашение на синий, пожалуйста.
How many people now think, hey, the secret language is pretty easy? Кто из вас теперь уверился в том, что, а ведь секретный язык простой? So like I said earlier, the secret language is not the skill. Как я уже говорил ранее, секретный язык это не навык. The skill is learning to figure out what color the process. Навык заключается в том, чтобы разобраться, какого цвета ваш потенциальный клиент. And the easiest way to learn that skill И самое простое, как это можно выучить, is to actually do it. это сделать это. So I'm going to give you another chance to figure out a prospect's color. Я вам сейчас дам еще один шанс разобраться, какого цвета ваш собеседник. But this time В этот раз we're going to figure it out with somebody who is a stranger. мы это попытаемся сделать с кем-то, кто для нас пока является незнакомцем. Not somebody sitting next to us. Не кем-то, кто сидит рядом с нами. So in a few minutes I'm going to ask you all to do this. Поэтому через пару минут я вас попрошу сделать следующее. You've been sitting for a while, Вы уже сидели достаточно долго. and you probably like to get up and stretch your И legs. я уверен, что вы бы хотели сейчас подняться и немножечко размять ноги. So I'm going to ask you to find a stranger, Поэтому я вас попрошу, чтобы вы нашли незнакомца, somebody you absolutely don't know. кого-то, кого вы совсем-совсем не знаете. And you'll have a little 3-minute conversation И with у them вас будет трехминутный разговор с этим человеком. to see if you can figure out what color they are. Просто для того, чтобы разобраться, какого они все-таки цвета. Now, because it's a stranger, Так как это незнакомец, would you like some help? хотите подсказок? Let me give you a couple questions Давайте я вам дам парочку вопросов, that you could ask которые вы могли бы задать, that might give you a hint what color they are. которые могли бы вам дать подсказку, какого цвета ваш собеседник. What are some questions you think you could ask? Как вы думаете, какой вопрос вы можете задать? Where are you from? Откуда ты приехал? What kind of profession? What do you do for a living? Какая профессия? Чем вы занимаетесь? Oh, what do you like to do in your free Что вам time? нравится делать в ваше свободное время? Would you like to talk about it? Хотите об этом поговорить? So easy. Это легко. Let me give you 3 quick questions. Давайте я вам дам свои 3 простых вопроса. You don't have to use these questions, И вы не обязаны их использовать. but somewhere in the conversation you could. Но где-то в процессе разговора вы могли бы их вставить. The first question I'd like to ask Первый is, вопрос, который мне нравится задавать. what kind of job do you have? Какая у вас работа? Чем вы занимаетесь? What do you do for a living? То есть, чем вы зарабатываете себе на жизнь? Now, if somebody says, I'm a nuclear physicist, Ну, к примеру, кто-то говорит, я физик-ядерщик. working on the tensile strength of girders on bridges, Я работаю над системами упругости мостов. what color might that be? Из какого цвета этот человек может быть? It's probably green. Скорее всего, он зеленый. If it's blue, you're in trouble. Потому что если это синий, то вы попали. People make fun of greens, То есть, смотрите, люди смеются над зелеными. but the next time you cross a В bridge, следующий раз, когда вы будете проезжать через мост, you better hope it's not built by a blue. очень надо надеяться, что его не строил синий. Did you see a blue building a bridge? Вы можете себе представить синего, который строит мост, да? That's not level over there. Что-то уровень не совпадает. Put another beer can under А it. может поставим просто банку из-под пива и все? Now, somebody could be in a profession that's different than their personal color. Опять же, кто-то может заниматься профессией, которая отличается от его доминантного цвета. So it's not guaranteed. Поэтому этот вопрос не дает нам стопроцентной гарантии. But it's a good place to start the Но это conversation. неплохой вопрос, с чего можно было бы начать разговор. You can ask a few more questions. Вы можете задать еще несколько вопросов. Second question I like to ask Второй вопрос, который я люблю задавать, is what do you like to do in your free time? это что вы любите делать в свободное время? You see, free time is optional. Дело в том, что свободное время это то, где у нас появляется выбор. People can choose what they want to do in their free time. Люди получают выбор, они могут выбирать, чем заниматься в свое свободное время. So that's probably more accurate. Поэтому, наверное, ответ будет более точно представлять, какого цвета перед нами собеседник.
So I say, what do you like to do in your free time? Когда я говорю, чем вы любите заниматься в свое свободное время, And they say, I like to knit woolen ashtrays for homeless people. и вы получаете ответ, что мне очень нравится вышивать из шерсти пепельницы для бездомных. What color would that be? Какого это цвета, скорее всего? Or I say, blues aren't listed, it's okay. Синий не слышали, все равно нормально. Желтый. If you say, what do you like to do in your free time? Если вы говорите, чем нравится заниматься в свое свободное время, And they say this, и вам отвечают, I don't need any stinking free time, I'm too busy working on my career. мне вообще свободного времени не нужно. Я занимаюсь своей карьерой. That's nice. Here's the third question I'd like to ask. Третий вопрос, который мне нравится задавать. What do you like about it? Что вам в этом больше всего нравится? Get them to talk about it. Что мы даем возможность поговорить об этом. So what do you like about your hobby or what do you like about your job? Что вам нравится в вашей работе или что вам нравится в вашем свободном времени, провождении? Let me show you how that works. Давайте я вам покажу, как это работает. I'm talking to a prospect. Я говорю с потенциальным клиентом, I said, what do you do for a living? и задаю ему вопрос, а чем вы занимаетесь? And I'm a kindergarten school teacher. О, я учитель в детском саду. I teach 5-year-old children. Я обучаю пятилеток. So what am I thinking? Я что думаю? Could be yellow. Верно, желтый. And I say, and what do you like about your job? А я потом говорю, а что вам нравится именно вот в вашей работе? I say, well, 5-year-old children are really И вам small. отвечают, ну пятилетние дети, они же очень маленькие. And you can boss them around. И вы можете все время ими их отдергивать, You руководить. can tell what to do. Можете говорить, что You делать. can rule with an iron Вы fist. можете железным кулаком You're a управлять dictator for life. и быть диктатором всю свою жизнь. So what color are they? Какого цвета перед вами собеседник? So those are 3 questions that you can ask Вот это 3 вопроса, которые вы можете задать, to help you determine somebody's color. которые могут помочь вам выявить цвет вашего собеседника. Now, in about 1 minute, I'm going to ask you to do this. Еще через минуту я вас попрошу сделать, I'm going to ask you to stand up, чтобы вы встали, look around, find somebody you don't посмотрели know, вокруг и нашли кого-то, кого вы еще не знаете. pick a partner, Выбрать себе цель. but I want you to notice this. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот что. Here's what's going to happen. Вот что будет происходить. The first persons to stand up and pick a partner are going to be the reds. Скорее всего, первые, кто поднимутся и выберут себе партнера, они будут красными. They're going to grab a partner Они схватят своего партнера, by doing this. делая это примерно так. You're my victim. Ты моя жертва. The second people to get up will be the blues. Вторые люди, которые поднимутся, обратите внимание, And they'll just start talking. это будут синие, потому что они уже сразу говорят. They don't even care if they have a partner. Даже не важно, там есть партнер, нет партнера, никакая мелочь. And then the greens Потом зеленые will try to sit back down. постараются как можно ниже вжаться в кресло, Fold their arms. скрестив руки на груди. I don't want to Не participate. хочу я в этом I участвовать. just need to take notes. Я здесь только записи вести. Now, if you see a green sit down, Если вы видите, как зеленый вжимается в кресло, I give you my permission я вам даю официальное разрешение to give them a big его hug. обнять от всей души. That should keep them standing for a couple of weeks. Ну, несколько недель он будет стоять после этого. Обязательно. And the last people to pick a partner is going to be the... Последние из людей, которые выберут себе партнера, это будут... Yeah, they're going to say, oh, looks like you're lonely, you need a partner. Так выглядит, похоже, что ты одинок, у тебя нет Let me help you out. Давай я тебе помогу. Okay, number 1. Хорошо, первое. How many people here had a little bit of fun? Кому из вас понравилось выполнять это упражнение? Вам было весело? Was that enjoyable? Вообще, вы получили удовольствие? Очень большой. It was probably a great conversation Скорее всего, у вас был великолепный разговор. with no rejection, Вы не получили отказа. unless you were talking to a red. Ну, конечно, если вы не разговаривали с красным. The red probably said this, Потому что красный, наверное, сказал следующее. you're with a stupid company, join mine. Ты в дурацкой компании ввяз вообще, ввязался, да, вступай ко мне.
Just kidding. Шучу, шучу. But how many people really enjoyed the Но conversation? кто из вас на самом деле получил удовольствие от разговора? People ask me all the time, Люди меня все время спрашивают, how do I talk to people как я разговариваю с людьми? with no rejection? Вот как я умею разговаривать с людьми и не получать от них отказ? This is how. Вот ответ, вот именно так, как вы это только что сделали. Don't talk to them with any agenda. Не говорите с ними с какой-то целью. Just talk to them to kind of figure out what color they are. Просто говорите, пытаясь выяснить, какого они цвета, и все. And your conversations will go beautiful. И ваши разговоры, они будут проходить блестяще. So, how many people think maybe the secret language is pretty easy? Кто из вас сейчас подошел к мысли, что может быть секретный язык это что-то достаточно простое? Would you like to learn the secret language on how to get people to join? Вы хотите узнать секретный язык, который можно использовать, чтобы люди вступали? Would you like to learn the secret language on how to motivate them? Выучить язык, как их мотивировать. Because our job is to move people. Наша работа двигать людей. Now we're going to take a break here for lunch. Сейчас мы возьмем перерыв на обед. And during lunch, И во время обеда just notice the different colors people are. просто обратите внимание на другие цвета, которые вас окружают. You'll see the yellows do this. Вы увидите, как желтые делают следующее. Oh, it's okay if you go in front of me in line. Ничего, проходи вперед меня в очередь. Will you be able to notice the blues? Вы сможете узнать синих? What will they be doing? Что они будут делать? And in 1 hour, И 1 час. who's going to be back here in their seats looking at their watches? Кто через час будет сидеть уже здесь на своих местах, поглядывая на часы? The greens, yeah. Зеленые, конечно. Everything's a schedule with Потому them. что все с ними идет по плану. They get always upset and worried if things aren't on time. Они всегда расстраиваются, если вещи не происходят вовремя. So how many people here are looking forward to learning more about the secret languages? Кто из вас ожидает еще чего-нибудь новенького узнать о секретных языках сегодня? Because if you get this right, Потому что если вы все сделаете правильно, если до вас все дойдет, you're going to build a huge business. поверьте, вы построите гигантский бизнес. And all those other things will start working. И вот все остальные вещи вдруг начнут работать. All right, we finished with learning how to find somebody's color. Итак, мы закончили, остановились на навыке определения We learned a little bit of the secret language. цвета собеседника, мы узнали о секретном языке. And we learned how to invite people in their own secret language. И мы узнали, как приглашать людей на их собственном секретном языке. But sometimes people can't come to the opportunity meeting. Но иногда так происходит, что люди не в состоянии или не могут прийти на встречу. And you have to explain to them И вам приходится объяснять им, your opportunity right there. что ваша возможность, вот она, прямо перед глазами. So how would you like to be able to explain them the opportunity? И мне вот интересно, как бы вам понравилось, если бы вы научились объяснять им вашу возможность In just 4 or 5 sentences, 4-5 предложениями, where they'd be ready to join но таким образом, чтобы они были готовы вступить, before they even heard the name of your даже company. так и не услышав название вашей компании. Now, wouldn't that be great? Вам бы это понравилось? So we learn how to do it? Вы хотите узнать, как это делать? Now, first of all, are you polite people? Но вначале я хочу знать, вы вообще вежливые люди? Now, polite people only talk about things the other person is interested in. Но что такое вежливый человек? Вежливый человек это тот, который говорит со своими собеседниками только о тех вещах, которые интересны собеседнику. Impolite people do this. Невежливые люди делают следующее. They talk about things the other person are not interested in. Они говорят о вещах, которые не интересны их собеседнику. So we're only going to be polite people. То есть мы определили, что мы все вежливые люди. Мы будем оставаться ими. So you're at a prospect's house. И вот вы находитесь на встрече у вашего потенциального клиента, у него дома. The prospect says, I can't come to the meeting. И ваш потенциальный клиент говорит, я не могу прийти на эту встречу. Tomorrow night Завтра вечером, is the night me and my friends. как раз вот будет вечер, один из тех вечеров, когда я встречаюсь со своими друзьями.
We find lost baby kittens and give them А manicures. мы занимаемся чем? Мы находим бездомных котят и делаем им маникюры. What color are they? Какого цвета ваш собеседник? So, we're going to have to give a presentation right now to the yellow. Ну все понятно. Нам нужно сделать презентацию, провести презентацию для желтого. Now, what are the yellows interested in? В чем заинтересованы желтые? Are they interested in the products? Им интересна продукция как таковая? Are they interested in how the products help people? Им интересно, как продукция помогает людям? Yeah. Да. Are they interested in the money and the compensation plan? Их вообще интересуют деньги или маркетинг-план? Не очень. Are they interested in travel, winning a trip where they have to leave their family? Их интересует путешествие или возможность выиграть какую-то поездку? No. Не очень. You see, if the yellow won a trip, Видите, в чем дело? Если желтый побеждает, выигрывает бесплатную поездку, they'd say, well, if I leave, who'll pet my pet? My pet Fluffy? в голове начинает возникать такой разговор. Ну, если я уеду, то кто присмотрит за пушком? Nobody pets Fluffy the way I Никто do. же не может гладить пушка так, как это умею делать я. And who will talk to my plants? И кто будет разговаривать с моими фикусами? And what would they say? И что они мне ответят? They worry about these things. То есть они волнуются на самом деле, желтые волнуются о таких вещах. So the yellow's not really interested in the ingredients of the product. По большому счету, желтые также их не интересуют ингредиенты, которые находятся в вашей продукции. The yellow's more interested in how it helps people. Желтые больше заинтересованы в том, как эта продукция помогает людям. So let me give you an example of what you can say. Давайте я вам дам парочку примеров, чтобы вы могли сказать. And it's going to be easy. И на самом деле вы поймете, что все станет очень простым. To the yellow, you would say this. Желтому вы можете сказать следующее. Will you please join? Пожалуйста, не мог бы ты вступить? We need your help. Нам нужна твоя помощь. We have some products that make the deaf see, У нас есть продукция, которая помогает видеть, the blind hear, а слепые начинают слышать. and our insurance protects young babies Наша страховка, она защищает детей and families from disaster. от всяческих бед. And our vitamins make people healthy. И наши Our vitamins make people healthy, витамины, они делают людей здоровыми. so they don't have to use dangerous drugs. Им больше не приходится использовать все эти опасные лекарства, которые есть в аптеках. From those evil pharmaceutical От companies. этих злобных фармацевтических гигантских компаний. And we can help people have a small part-time И income. мы помогаем людям находить небольшой приработок, дополнительный доход, So they can have some more happiness in their что family. позволяет им обрести дополнительное счастье внутри их семьи. And we just need more people Нам просто нужно немножко больше людей to share the word, для того, чтобы распространить to let слово, other people know чтобы проинформировать других людей, that they can stop their suffering. что с сегодняшнего дня их страданиям придет конец. So would you please help us share the word? Поэтому, пожалуйста, не поможешь ли ты нам распространить это слово? How we doing, yellows? Желтые, как мы справляемся? Нормально? Yeah, you'd help, wouldn't you? Да, вы бы помогли. And the yellows are ready to join, И желтые уже готовы вступить. and they haven't even heard the name of the company. Но мы еще не сказали название компании. How many people now think you could probably sign up all the yellows? Кто из вас сейчас думает, что он, наверное, в состоянии подписать всех желтых на своем пути? It would be easy. Будет все просто. So you say, what am I going to do with that stupid presentation book I have? What are you going to do with your stupid presentation А book что you же have? делать с этой книжкой, вот этой глупой презентационной книгой, которая у меня есть? Well, I think when you're talking to yellows, you can just leave it behind. Когда вы разговариваете с желтыми, в эту книжку, этот презентационный материал вы можете оставить где-нибудь в недосягаемости. Because they're not interested in most of the stuff inside there. Потому что они все равно им не интересно большинство вещей, которые написаны внутри этой книги.
Now, would you give this presentation to the Reds? Вы можете эту презентацию провести перед красным? No. Нет. So you're at a prospect's house. Итак, вы в доме у вашего потенциального клиента. And the prospect says, I can't come to the meeting tomorrow И night. ваш собеседник говорит, ну не могу я прийти завтра на встречу вечером. That's the night me and my friends, Мы в эти вечера, вот каждую неделю, встречаемся с друзьями, we jump out of airplanes. и мы прыгаем из летящих самолетов. Bungee jumping. Ну, привязываем к ногам резинки и прыгаем из летящего самолета вниз. Naked while carrying fishing rods. Обнаженные с удочками в руках. Well, tell them what that means. Какого цвета это может быть? So you figured out they're blue. То есть вы догадались почему-то, что он синий. And we're polite people. Но мы вежливые люди. We're only going to talk to the blues about the things they are interested Мы in. будем говорить с синими только о тех вещах, которые их интересуют. So are the blues interested in the products? Интересна ли продукция синих? No. Не очень. It just interferes with their speaking. Но она слишком много времени отнимает от их времени для разговора. Are the blues interested in travel? Синим интересно путешествие? Yeah. Да. And how do the blues feel about the compensation И plan? что думают синие по поводу маркетинг-плана? Too many details. Слишком много деталей. They just want to know they can make money, Они просто хотят знать, можно ли здесь зарабатывать деньги. but they don't need to know all those percentages. Но не нужны им все вот эти проценты. So if we're only going to talk to the blues Поэтому мы говорим синим about the things they're interested in, только о тех вещах, которые ему интересны. all we have to say is this. И все, что нам нужно сказать. Would you please join? Пожалуйста, вступай. It's going to be so much fun. Потому что будет очень весело. The company has a trip to Turkey. Компания сейчас разыгрывает поездку в Турцию. You just got to come. Просто надо поехать. You can be my roommate. Мы можем быть соседями по комнате. We're going to fly to Turkey, То есть мы полетим в Турцию на самолете. and we're going to sing on the plane. И пойми, мы будем сидеть в самолете. We're going to talk and party on the plane. На самолете уже сразу начнется грандиозная вечеринка. And when we get to Turkey, И когда мы там приземлимся, we're going to take a tour all day long. мы целый день будем кататься, там смотреть что-то. All night long, we're going to party and meet new people. Всю ночь мы будем встречать новых людей и веселиться. We're not going to sleep for 4 days. Ты представляешь, 4 дня мы даже не будем спать. It's going to be the most fun we've ever had. Это будет вообще самая грандиозная вечеринка в моей жизни. And this company even pays us money for А talking. компания, мало того, она еще и платит деньги за то, что мы говорим. So you got to join now. Поэтому лучше тебе вступить сейчас, We got to do this trip together. чтобы еще успеть попасть на эту поездку вместе. How we doing, blues? Как мы справляемся с ними? You're there. Вы уже там. Now, would that work on a green? Это сработает зеленым? No. Нет. You mentioned fun to the green. Если вы скажете слово «веселье» зеленому, And here's the green idea of having fun. и вообще понятие веселья для зеленого, вот оно какое. Watching somebody have fun. Смотреть, как кто-то веселится. So how many people here think you can sign up the blues? Кто из вас теперь считает, что вы можете теперь подписывать синих? It would be easy. Все становится простым. Because you're talking to them in their color language. Потому что вы говорите с ними на их языке, их цвета. So you're talking to a prospect. Итак, вы говорите с потенциальным клиентом. And the prospect says, I can't come to the meeting tomorrow night. И потенциальный клиент вам говорит, ну не могу я прийти завтра на встречу вечером. That's the night me and my friends, Потому что каждую неделю в этот вечер мы собираемся с друзьями we steal money from homeless people. и крадем деньги у бездомных. What color would that be? Какого цвета? Ваш собеседник? Red. Красный. Now, I'm just Опять же, exaggerating. я преувеличиваю очень сильно. They don't do that every night. Они же не каждую неделю это делают. But the reason we exaggerate is just to make it easy to Но remember. почему мы преувеличиваем? Просто для того, чтобы запомнить было легче. By the way, how many people can remember the different colors? Кстати, кто из вас еще помнит цвета вообще? Because we exaggerated. Потому что мы преувеличивали все время. So if you leave here tonight, Поэтому сегодня вечером, когда вы отсюда идете, somebody comes and robs you,
Кто-то подойдет к вам, попытается вас ограбить. They say, I don't want your money. I don't want your money. The robber says, I don't want your money. И когда он попытается вас грабить, он скажет, мне не нужны твои деньги. I just want your notes, they're more valuable. Мне нужны твои записи, которые ты делал на семинаре сейчас. Они более ценные. So if they stole your notes, you can still remember, То couldn't есть, you? если ваши записи украдут, вы все равно все еще будете помнить, потому что мы преувеличиваем. Because we use exaggeration. Потому что мы использовали преувеличение. So anyway, you determine this prospect is Итак, red. вы определили, что ваш собеседник красный. So are reds interested in the products? Красного вообще интересует продукция как таковая? No, major inconvenience. Это очень, очень неудобно. How do the reds feel about travel where they can't make any money? Что думают красные по поводу путешествий и поездок? В это время они не могут зарабатывать деньги. No, they don't like that. Эта идея им не подходит. Now they will win the contest Ну, конечно, они с удовольствием победят в соревнованиях, because they can't afford to be seen as a loser. потому что они не могут себе позволить, чтобы все их рассматривали как каких-то неудачников. But they really don't want to travel. Но по большому счету их не интересует путешествие. So what are the reds interested in? В чем заинтересованы красные? Yeah, so our presentation is going to be very short. Поэтому наша презентация будет очень короткой. You already know how this presentation sounds. Вы уже знаете, как эта презентация звучит. You're going to say, Вы скажете, please join. просто вступай, You can make money. потому что ты можешь тут заработать. What kind of money? Какие деньги? Big money. Большие деньги. Huge money. Огромные деньги. Massive amounts of Просто money. безобразные размеры денег. Not that little money from Не a вот эта job. мелочевка с работы. But the huge money from having your own business. Большие деньги от своего собственного бизнеса. Here's your chance to fire who? Вот твой шанс уволить кого? Be your own boss. Быть сам себе начальником. Build your own organization. Строить свою собственную организацию. Tell them what to do. Говорить им, что делать. And finally make the money you И, deserve. наконец-то, начать получать деньги, которые ты заслуживаешь. And get the recognition you И deserve. получать то признание, которое ты заслуживаешь. How we doing, Reds? Как мы справляемся, красные? Easy, isn't it? Легко, правда? And you haven't even mentioned the name of the company. Вы до сих пор так и не сказали название компании. How many people here think knowing the colors is going to change everything? Кто из вас считает, что цвета поменяют все? See, without the skill, your business is hard to do. Без навыка бизнес становится достаточно сложной штукой. So you're talking to a green prospect. Вы говорите с зеленым. What do greens want to know about the business? Что хотят знать зеленые о бизнесе? Everything. Абсолютно все. So to the greens, you do this. Для зеленых делайте следующее. You give them your longest, most detailed Вы presentation. проводите для них самую детализированную, самую длинную презентацию вашей жизни. And at the end of the presentation, И в конце презентации here's what you say. вы говорите, And this is only preliminary это information. только предварительная информация. Here's a bunch of videos, Вот еще видео для тебя приготовил. DVDs, DVD, literature, литература есть, websites to visit. веб-сайты, на которые можно сходить. I'll get back to you in 3 or 4 weeks. Через 3-4 недели я тебе перезвоню. You can't close the greens. Но невозможно заключить сделку с зеленым. They're going to take their time and make up their own Потому time. что они потребуют все равно времени для того, чтобы принять решение. So don't beat yourself up or feel bad that you can't close greens. Пожалуйста, не надо себя избивать за то, что вы не можете заключить сделку с зеленым. It's just the way it is. Просто так устроена природа. Now you might be thinking, oh, that sounds too simple. Может быть, вы сейчас сидите и думаете, все слишком просто звучит. But let me show you what happens in real life. Но давайте я вам покажу, что в реальной жизни происходит на самом деле. In January, I was in Bergen, Norway. Я в январе был в городе Берген, Норвегия. Now this lady came to the workshop. И вот пришла одна женщина, присутствовала на семинаре. She's 25 years old, Ей было примерно 25 лет. and she was blue. И она была синей. I knew she was blue Откуда я знал, что она синяя?
Because she had about 55 earrings stapled all over her face. Из-за того, что у нее на лице было примерно 55 различных колечек, проколото во всех местах, мыслимых и немыслимых. And she talked before the meetings. Она начала разговаривать еще до начала She talked during the мероприятия. meeting. Во время мероприятия она не умолкала, она все время And she talked говорила after the meeting. и продолжала говорить после семинара. She talked and talked and Она talked. говорила. I knew she was blue, Я знал, что она синяя, so I asked her this question. и я ей задал этот вопрос. So how did you join the business? А как же ты вступила в этот бизнес? Now, Теперь she's blue. представьте, она синяя, She wasn't listening. она меня не слышала. She answered a different question. Она отвечала на другой вопрос в этот момент. She says, oh, my sponsor, Она сказала, мой спонсор, he's so red. он такой красный. He's always telling me what to do. Он мне все время говорит, что нужно делать. And I said, so what's he telling you to do? И я сказал, и что же он тебе говорил делать? She said, oh, I don't know. Он говорит, да я не знаю. I'm not listening to him. Я же его не слышала. I'm just out there building my business and having В fun. это время занималась построением бизнеса, и все, веселье было. So finally she answered how she joined the business. Так вот, наконец наступил момент, когда она мне все-таки ответила, как она вступила в бизнес. This is word for word, И я сейчас повторяю слово в слово, что она сказала тогда. and it's amazing. Это удивительно. Here's how she joined the business. Вот как она вступила в бизнес. She said, Она сказала, I accidentally saw a 6-minute promotional video я случайно краем глаза увидела 6-минутный рекламный ролик, where this company was holding a convention где в компании проходит эта конвенция in Copenhagen, в Копенгагене, and they expected about 8,000 people. и они на этом мероприятии примерно 8 тысяч людей ожидали увидеть. So I said to myself, И я тогда сказала себе, I've never been to Copenhagen before, я еще не была в Копенгагене ни разу, and 8,000 people, it's got to be exciting. а 8 тысяч человек звучит неплохо, будет весело. And she joined right then on the spot. И вот она вступила сразу же, в этот же самый момент. Now that is blue. Вот это очень синий поступок. Now if you're another color, you just don't understand. Если вы другого цвета, вы просто не понимаете. But if you're blue, you Но understand. если вы синие, то вы прекрасно понимаете все. And this makes absolutely no sense И это абсолютно не имеет никакого смысла, unless you understand the colors. пока вы не понимаете цвета. Now 3 months later, I'm back in Norway. 3 месяца спустя я оказался снова в Норвегии. But I'm in Oslo. Нахожусь я в Осло. That's 12 hours away. Это примерно 12 часов езды. There's mountains in between. Между этими городами, где я был тогда, и Осло, ну, примерно, и там еще находится куча гор. То есть очень долго надо ехать. So she hears I'm going to be doing another workshop in А Oslo. вот она узнала, что я буду проводить семинар в Осло. So she's blue. Она синяя. What does she think? Как вы думаете, о чем она думает? Road trip. О, поездочка намечается. I'll drive 12 hours through the snow and mountains. Я буду ехать 12 часов, продираясь через снега в горах. I'll come to the meeting, meet new people, Приеду на эту встречу, встречу много новых людей. get a chance to talk. У меня будет шанс поболтать. This is great. Класс. But she's thinking, ooh, that's a long way. А потом она начинает думать, вообще-то долго ехать-то. I better get some help driving through the mountains at Наверное, night. мне нужно кого-нибудь просить помочь мне ехать через горы ночью. So she got her girlfriend to come with Она her. попросила свою подружку поехать вместе с ней. Now, what color do you think her girlfriend was? Как вы думаете, какого цвета была ее подружка? It's so easy when you know the colors. Ну, так легко, когда вы знаете цвета, правильно? You can almost predict what's going to Вы happen. можете даже предсказывать дальнейшие события, что может произойти дальше. And this explains why a lot of things happen in your network И это, marketing кстати, career. объясняет очень много вещей, которые происходят в карьере сетевого маркетинга. Now, her yellow girlfriend lives at home, Желтая подружка живет себе дома, so she got ready to leave. уже собиралась уходить. And her yellow girlfriend, her parents said this. Вернее, синяя подружка собиралась уходить, извините, желтая собиралась уходить, и ее родители ей говорят следующее. They said, before you get in the car with that girl, Перед тем, как ты сядешь в машину с этой девушкой, make sure you bring some cheese for the trip.
Пожалуйста, убедись, что ты с собой сыру захватила. Cheese? Сыр. The girl says, why do I need cheese? Он говорит, зачем мне нужен сыр в поездке? And her parents said this, Ее родители говорят, to stuff in your ears. чтобы было что затолкать в уши. That girl talks so much. Потому что эта девушка так много говорит. She was good. Она сидит. So how many people here think you can get a lot of people to join very easily by talking to them in their language? Кто из вас сейчас считает, что вы теперь в состоянии большее количество людей подписать, просто разговаривая с ними на их языке? Now, if you don't have this skill, Если у вас нет навыка, your network marketing career is going to be hard. ваша карьера в сетевом маркетинге становится автоматически сложной. But you're all leaders, right? Но вы же все лидеры, да? And as leaders, your job is to move people. И как лидеры наша задача заключается в движении. Мы двигаем людей. So should we learn how to motivate people? Вы хотели научиться тому, как мотивировать людей? How many people here would like to motivate the yellows? Кто из вас хотел бы научиться мотивировать желтых? All right. Хорошо. So let's say you have some yellows in your team. Давайте представим, что в вашей команде есть желтые. How are you going to motivate them? И как же их мотивировать? What's going to motivate the yellows? Что мотивирует желтых? Вопрос. So if you ran a contest, Если вы участвуете в соревновании, what would the yellows like to do? что бы хотели делать желтые в этом соревновании? All right. Ага. So let's do this. Давайте вот сделаем что. Let's say all the profits this month Давайте скажем, что вся прибыль в этом месяце are going to go to a special charity. пойдет на какой-то особый счет, на благотворительность. All the yellows will sell twice as much. Если вы это скажете, все желтые начнут продавать в 2 раза больше продукции, чем они это делают. Because it's for a charity. Потому что цель благая, на благотворительность. Do you know what else yellows like? Знаете, что еще любят желтые? In the United States, we have something called potluck dinners. В Соединенных Штатах у нас есть такое явление, которое называется предлог ужин. Предлог – это висячий замок. Everybody brings a dish. Что происходит? Каждый человек приносит с собой одно блюдо, приготовленное дома. And they bring a friend or a neighbor with them. Приводит с собой друга или соседа. They all sit down and they eat. Они все садятся и начинают есть. And they talk about the insurance, И все говорят там, о страховании, or the vitamins, или витаминах, or the skincare. или о средствах по уходу за кожей. And when people leave, И когда люди уходят, they have applications, то они вдруг собирают большое количество заявок. or samples, Еще там с собой. or distributor kit. Забирают образцы или дистрибьюторские наборы. It's just a nice informal dinner where everybody gets together. Очень спокойное, неформальное мероприятие, неформальный ужин, на котором встречаются разные люди. And the yellows love it. И желтые просто обожают эти ужины. What about the blues? Что насчет синих? A chance to meet lots of new people and talk. How do they feel about that? Это шанс увидеть, встретить много новых людей и с ними пообщаться. Что они думают по этому поводу? They love potluck dinners. Они просто обожают вот эти ужины. And how do the greens feel about meeting new А people? что думают зеленые по поводу встречи с новыми незнакомыми людьми? They're going to stay home. Они останутся дома. And how do reds feel about Что potluck dinners? думают красные? They hate them. Они их ненавидят. They say there's no formal opportunity meeting. Потому что это неформальная встреча по предоставлению возможностей. There's no presentation. Нет никакой структуры или презентации. How do you close? Вот как заключать сделку в таких условиях? But the yellows love it. Но желтые обожают. If you had a contest for the yellows, Если вы хотите организовать соревнования для желтых, what kind of prize would the yellows like to win? какого рода приз захотели бы выиграть желтые? They would like to win this. Они бы хотели выиграть следующее. A weekend at the spa, Выходные в спа-центре, where they can get in touch with their inner self. где они наконец-то могут воссоединиться со своим внутренним миром.
Now, would the Reds like to win that? Вопрос, красные хотели бы выиграть такой подарок, такой приз? No. Because the Reds got in touch with their inner self. Потому что если красным придется соприкоснуться со своим внутренним «я», They would hate that person. они просто терпеть, начнут ненавидеть этого человека. Just kidding. Просто шучу. Don't want to make the Reds mad. Не надо злить красных. They're great organizers. Они великие организаторы. And they get together as a team to run me over. И они могут соединяться в очень эффективные команды для того, чтобы меня переехать на выходе из этого зала. So, what motivates the blues? Что мотивирует синих? Yeah, travel, fun, and adventure. Веселье, путешествия, поездки. When your company announces a contest, Если ваша компания объявляет соревнования, or you can win a trip somewhere, где у вас появляется возможность выиграть куда-то поездку, the blues are so excited. синие просто дико воодушевлены. They're telling everybody about the Они contest. всем расскажут об этом соревновании. So the blues are easy. Поэтому синие на самом деле это очень легкая жертва. If your company has a convention in Moscow, Если у вашей компании предстоит какая-то конвенция, мероприятие в Москве, the blues are saying this. синие говорят следующее. All right, a trip somewhere. Отлично, наконец-то поездка куда бы там ни было. And they'll bring lots of people. И они привезут с собой кучу людей. Okay, what motivates the Reds? Что мотивирует красных? Money, money, and money. Деньги и деньги. And of course they like competition. Ну, конечно, им нравятся соревнования. And of course they like recognition. Конечно, им нравится признание. Have you ever seen a picture in your company newsletter Но вы когда-нибудь видели фотографии в рассылке или в ньюслеттере вашей компании, shows a successful leader, на котором обычно, они, как правило, стандартные, там показан какой-то успешный лидер, could be a husband and a wife, либо семейная пара, муж и жена, 2 kids, двое детей, a dog, собака, in front of a really big car, напротив очень-очень большой своей in машины, front of a really big house. которая припаркована перед очень-очень большим домом. How many people have ever seen a picture like that? Кто из вас хоть раз в жизни видел такую картинку? That picture is only for the Reds. Вот эта картинка, там, вот она стоит только для красных. Because the Reds look at that picture and say this, Когда красный смотрит на эту картинку, он говорит: oh, I want a big car like that. о, я тоже такую машину большую хочу. I want a big house like that. О, я тоже хочу такой большой дом. How long did it take them to earn that? Сколько времени им потребовалось, чтобы это все заработать? I bet I can do better. Могу поспорить, что я смогу лучше. How much money are they making? Значит, сколько они сейчас денег зарабатывают? That picture's for the Reds. Вот эта картинка для красных на самом деле. Do you know what happens when the other colors look at that Но вы picture? знаете, что происходит с другими цветами, когда они смотрят на эту фотографию? When the yellows look at that picture, you know what the yellows are thinking? Желтый смотрит на эту фотографию, вы знаете, он о чем думает? Oh, look how she's done her hair. Посмотрите на ее прическу. You know what the blues are thinking when they see that picture? Что думают синие, когда смотрят на эту фотографию? They're not having any fun. They're at home. Никакого веселья нет, они дома. Какое веселье на этой картине? You know what the greens are thinking when they look at that Вы picture? знаете, что думают зеленые, когда смотрят на эту фотографию? That Ferrari doesn't get very good gas efficiency. Но этот Феррари, он очень слишком много жрет бензина. Yeah, my Lotta gets better mileage.